Наконец-таки разработчики выпускают одно из крупных обновлений CS2, которое на секундочку весит более 6 гигабайт. Но, как вы уже поняли, не того, что вы ждали. Взглянем на него и зададимся вопросом, почему же так все произошло. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Для начала давайте же разберемся со слоном в комнате. Я понимаю, что многие из вас ожидали операцию, которая очевидно не вышла. Но ведь, ребят, официальных анонсов не было. Да и я лично ее не ждал так скоро. И это легко можно проследить, посмотрев моих два последних ролика, где я, в отличие от многих на фоне хайпа, скептически отнесся к возможному ее выходу. Лишь, как обычно, показывал вам найденные мною скрытые файлы, возможно, будущих обновлений, как пищу для размышления. Тем более, что часть из них вышла в сегодняшнем обновлении. Ну а теперь же наконец-таки можем перейти к новоиспеченному обновлению, которое опять же разработчики усиленно старались выпустить к 25-летию игры. Это легко прослеживается по паническим тестам в закрытых предрелизных версиях игры. Ну а по итогу мы получили следующее. В игру было добавлено 5 неплохих карт от сообщества. Карты Terra и Mills теперь можно сыграть в соревновательном, казуальном и в дезматче. А карты Memento и Assembly добавили в режим напарников. Ну и наконец, знаменитая Pool Day отправилась в режим гонки на вооружение. И скорее всего добавление данных карт это что-то вроде старой доброй ротации от комьюнити, когда разработчики на неопределенное время добавляют карты от энтузиастов и меняют их в будущем. Следующий фаворит данного обновления это обновленный вид MVP. Изменили дизайн во всех режимах, но в премьере добавили аж анимированные баннеры, о которых я вам рассказывал в своих прошлых роликах и даже демонстрировал приблизительный вид, как они будут выглядеть в игре. Кстати, на баннерах будут демонстрироваться еще и скин вашего агента, если он у вас, конечно же, есть. Печально только то, что разработчики приняли решение включить их только в премьере. Однако, есть вероятность, что они появятся и в других режимах. Ну или же премьер пополнится картами со спасением заложников, что звучит как бред. Дело в том, что в игре присутствуют анимации для MVP по спасению заложников, что на данный момент никак не вяжется с премьером. Так что просто посмотрим, как будут дальше развиваться события. Ну а далее у нас идут неожиданные изменения в калибровке соревновательного режима. Теперь же, чтобы получить звание на любой карте, достаточно отыграть 2 победных матча. И исходя из слухов, повторюсь, из слухов, возможно, разработчики изменили алгоритм самих званий, и теперь они более приближены к тому опыту, что вы получали в CSGO. Ну а для тех, кто уже успел отыграть несколько матчей, обязательно поделитесь опытом в комментариях. Ну и напоследок по мелочи. Добавлено всплывающее окно с рекомендациями по настройкам. Туда входит частота дисплея, NVIDIA G-синхронизация и NVIDIA Reflex. Ну а также из настроек удалили возможность менять фон главного меню и фон осмотра предметов. Но по-прежнему это можно сделать из главного меню или при осмотре самого оружия. И есть маленькая вероятность, что это как-то связано с будущими кастомными фонами, намеки которых были обнаружены в файлах игры. Далее во вкладке настройки режима экрана теперь показывается текущая частота кадров обновления вашего дисплея. Убрать
убрали пункт экономии энергии, так как по сути он не работал в CS2. Добавили также пункт изменения темпа кадра на странице дополнительных настроек видео и возможность выставить максимальный порог FPS. Ну и, конечно же, прочие дополнительные возможности вышеупомянутых настроек. Ну и вдобавок после обновления прослеживается улучшение оптимизации игры. Ну а что же касается скрытых файлов, были замечены строчки, которые говорят о том, что теперь игра может делать вырезки лучших моментов MVP по типу клипов на Твиче, но для Стима. Кстати, в недавнем обновлении Dota 2 были добавлены аналогичные строчки. Ну а также в файлах игры были замечены намеки на добавление в будущем новых вариаций анимированных MVP, таких как убийство с ножа и даже первая кровь. Ну и, конечно же, очередные легкие намеки на появление полной статистики по типу CS 360. И опять же напоминаю, как время показало, ближайшего добавления всего найденного в скрытых файлах лучше не ждать. Пример тому является анимированный баннер, где первое упоминание о нем появилось еще в прошлом году, и вышло оно только сейчас. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!